3 кота. Два кота. И одна кошечка. Мяу. Таинственный вор. Однажды котята играли в своей комнате, а окно было открыто. О, Компот, где мой свисток такой блестящий? Ты его не брал? Нет, не брал. Карамелька, это ты взяла свисток? Подожди, у меня тут вторая заколка куда-то пропала. Коржик, ты не брал? Моя лупа исчезла. Карамелька, ты ее взяла? Да ничего я ни у кого не брала. А вот кто-то из вас взял мою заколку. Это не я. Не нужна мне твоя заколка и твоя лупа. Мне мой свисток нужен. А кто заколку взял? Верните мне мою лупу. Так, что это вы тут ссоритесь? Лучше скажите, кто взял мою вторую сережку? Мы не брали. У нас дома вор. Если бы у нас дома был вор, я бы это сразу заметил. Тут лежала моя ложечка для варенья. Где она? Я понял. К нам забрался вор. Итак, чтобы узнать, что это за вор, надо понять, зачем ему нужны наши вещи. Ложка, сережка, лупа, заколка и свисток. Вор украл ложку, значит, он любит варенье. Хотя варенье может любить кто угодно. Пропала моя сережка. И моя заколка. Значит, это не вор, а воровка. Украдена лупа, значит, эта воровка плохо видит. И свисток. Значит, она любит спортивные игры. Так это что, наша бабушка? А что, наша бабушка ловкая старушка. Спокойно. Нельзя обвинять кого-то просто так. Мы приготовим нашей воровке приманку. Что объединяет все наши вещи? То, что все они блестящие. Ключи от машины в качестве приманки – блестящая идея. Все с нетерпением ждут, когда появится воровка. Это же сорока, воровка. Не дайте ей улететь с моими ключами. Как же я теперь буду ездить на работу? Без паники. Кажется, я знаю, где лежат все наши пропавшие вещи. Ого, да тут целая сокровищница. Похоже, не нас одних обокрала эта птичка. Котята позвали соседей, и папа начал раздавать украденные вещи. Остались только наши вещи. Сережка, лупа, заколка, свисток, ключи и ложка. Ну, теперь идем домой. Жалко сороку. Она так любит все блестящее, а у нее теперь ничего нет. Я знаю, что надо делать. Давайте оставим для сороки какую-нибудь другую блестящую вещь. И тогда у сороки будет сокровище, которое уже никто не заберет. Здорово! Миу, 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 миу. Котята оставили для сороки блестящую крышечку. Благодаря сороке-воровке котята поняли, что нельзя никого обвинять просто так. Всегда надо во всем разобраться. Пришла весна. Однажды утром Коржик, Карамелька и Компот обнаружили, что пришла весна. Как долго мы их ждали! И вот они здесь. Теплые деньки? Нет, новые качели. Здорово! Миу, 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 миу. Чур, я первый.
Осторожно! Но до качелей не добраться. На улице ужасная слякоть. Так можно промочить ноги и к тому же испачкаться. Вот если бы здесь был папа, он бы перенес нас через эту жижу. Ну, Компот, папа сейчас на работе. Алло, коллеги, я уже в офисе. Ха! Грязь можно перейти на ходулях. Ну, Коржик, неужели нет идеи получше? Ну, еще эту лужу можно на чем-то приплыть. Не смешно. Я знаю, что надо делать. Лужа совсем не глубокая. Нам просто нужны резиновые сапоги. В резиновых сапогах гораздо лучше. А Лапочка и Сажик тоже хотят покачаться на качелях. Давай скорее. Осторожно. Если останется пятно, то будет некрасиво. Привет! Ну и грязь. Карамелька, давай ты первая. Спасибо, Лапочка. Ох, сейчас покачаемся. Смотрите, чтобы мне на сапожки не капнуть. Ох, вот и покачались. А на Сажике грязи почти не видно. А вот на мне видно. И на мне. Не плачь, Компот. Я все отмою водой из лужи. Но грязь еще больше размазалась. Стало еще хуже. Ну, раз мы все равно уже перемазались, сделаем грязевого ангела. Ну это совсем некрасиво. И мама очень расстроится, что вся одежда испачкалась. Что же теперь, не гулять? Может, надо подождать, пока грязь на улице высохнет? А когда она высохнет? Наверное, только летом. Ого, неплохо вы погуляли. Прости, мамочка, мы испачкались. Ну ты не волнуйся, мы больше не будем гулять. По крайней мере, до лета. Не будете гулять до лета? Ой, мама, ты тоже испачкалась. Ну, немножко грязи – это не страшно. А одежда не испортилась? Вовсе нет. Слегка испачкалась, но для этого у нас есть стиральная машинка. Ура! Да здравствует стиральная машинка! Одежду можно отстирать, но специально пачкаться не надо. Это не гигиенично. Значит, весной тоже можно гулять. Конечно, гулять полезно в любое время года. Здорово! Миу, 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 миу. И тут приехал папа. Машина забуксовала. Пришлось немножко подтолкнуть. Наша перепачканная семейка кого-то мне напоминает. Вся одежда отстиралась и высохла. Хорошо гулять весной, даже если случится немного испачкаться. Дайвинг. Однажды папа привез котят в гости к дедушке, который живет и работает на маяке. Привет, внучатки! Дедушка! Папа. Привет, сынок! Можешь ехать на работу, а мы будем развлекаться. Здорово! Миу, 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 миу. Ага, море сегодня спокойное, так что мы с вами отправимся в подводное плавание. А как это мы отправимся в подводное плавание? Что-то я не вижу здесь подводную лодку. Эй! Ну что, юнги, готовы к дайвингу? К чему готовы? К дайвингу. Дайвинг – это погружение под воду.
А как же дышать под водой? У вас будут специальные баллоны с воздухом. А как мы будем смотреть сквозь воду? Смотреть через подводные маски. А как мы будем двигаться? Для этого есть ласты. А еще мы наденем особые резиновые костюмы. Что-то этот дайвинг слишком сложный. Зачем нам вообще нырять под воду? Там мокро и неуютно. Мы будем искать чудесную морскую раковину вон у той скалы. Поднять якоря, хвосты в воду и... Давайте, давайте, я жду. Оказавшись под водой, котята почувствовали себя как в невесомости. Меня за хвост кто-то схватил. Это всего лишь маленький крабик. Ничего страшного, спускайся. Нет, я больше не хочу заниматься дайвингом. И я что-то не очень хочу. И я хочу не плавать, а загорать. Ага, ну ладно, придется мне одному искать чудесную раковину. Котята разглядывают море в дедушкин бинокль. О, какие там вдали скалы с птичками. Дай посмотреть. И мне. Не дам. Ну дай. Отстаньте. Ну вот, дедушка расстроится. Я знаю, что надо делать. Мы найдем дедушкин бинокль. Отличное решение, ныряйте. Дедушка присматривает за котятами. Ну и как вам дайвинг? Мы спасли твой бинокль. А еще мы нашли сокровище. И красивую ракушку. О, это же именно такая раковина, которую я искал. Похоже, это вы должны учить меня дайвингу. Ой! Дедушка, а почему ты хотел найти именно такую раковину? Потому что в этой раковине можно услышать шум моря. Вот, послушайте. Дайвингом заниматься непросто. Но зато под водой иногда можно отыскать просто замечательные вещи. Фантазия. Как-то раз котята гостили у дедушки и не знали, чем заняться. На горизонте кислые рожицы. Чего приуныли, юнги? Мы забыли дома наши игрушки. И книжки тоже. Теперь нам нечего делать. Тогда самое время послушать о моем путешествии на воздушном шаре. Вашу скуку ветром сдует. Ура! Миу, 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 миу. Сейчас я покажу вам, в каких далеких странах я побывал и что там увидел. Я был в Южной Америке, в Исландии, в Африке, Китае, Индонезии, Ботсване, в Тунисе и даже на Северном полюсе. Вам что, не интересно? Ну, Не очень. Какое-то скучное у тебя путешествие. Просто на карту смотреть неинтересно. Хорошо, тогда я расскажу о своем путешествии по книгам с картинками. Сперва я отправился в Южную Америку и увидел самый большой водопад в мире. На картинке он не кажется таким уж большим.
А в Исландии я пролетал над действующим вулканом. Из него валил дым, внутри кипела лава и... А где лава? Где дым? Так на картинке его изобразили, когда он еще не действовал. Ну вот, и картинка не цветная. Ты рассказываешь одно, а показываешь другое. Да, я хотел бы посмотреть, как все это было на самом деле. Я знаю, что надо делать. Мы должны отправиться в это путешествие. Точно, прямо сейчас. На воздушном шаре. Я бы с радостью, котятки, но не могу же я оставить маяк без присмотра. Хотя вы можете совершить путешествие, используя свою фантазию. Фантазию? Дедушка берет корзину для белья. Вот, залезайте. Мгм. Закрывайте глаза. И представьте, что вы на воздушном шаре высоко в небе. О, мимо вас пролетает ворона. Кар-кар, кар-кар-кар, кар-кар-кар-кар. А сейчас на вас обрушится сильный ветер. Да это ж настоящий ураган. И вдруг погода совсем испортилась, и пошел дождь. Нас никакой дождь не остановит. Мы храбрые путешественники. Хе-хе. Включайте фантазию на всю катушку. Мы представим вместе горы и леса. В каждом новом месте ждут нас чудеса. Жарко от вулкана, холодно в снегах. Путешествуем в своих мечтах. Фантазия, фантазия, Австралия и Азия, миров разнообразие. Фантазия, фантазия. Какое классное путешествие! Да, а можно мы еще куда-нибудь отправимся? Обязательно. Только сначала перекусим. Обычные бутерброды. Ну, вообще-то да. Давайте и тут используем фантазию. Представим, что это космические бутерброды с Луны. Здорово! Миу, 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 миу. Вот так, благодаря фантазии, можно оказаться где угодно. И даже на Луне. Урчащие животы. Однажды котята с родителями возвращались домой после отпуска, но самолет задержали из-за снегопада, и семья заночевала в отеле, чтобы улететь на следующий день. Доброе утро! Доброе утро! Какое сегодня ясное небо, котятки! Смотрите, снегоуборочная машина расчистила аэродром. Значит, сегодня мы улетим домой. И успеем к Новому году. Здорово! Миу, 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 миу. До вылета еще 2 часа, и можно спокойно позавтракать в ресторане отеля. Ого, сколько еды на этом столе. Наверное, здесь завтракает кто-то очень голодный. Компот, это называется шведский стол, и за ним никто не сидит. Здесь берут еду все гости ресторана. Как вкусно пахнет этот хлеб. Пойду-ка поджарю себе тост. А я хочу фруктов. Только их тут нет. Поищем на других столах. О, слышите? Кажется, кто-то плачет. Привет! Что ты там делаешь? Я потерял свою желтую кепочку, уже везде искал. И под столом ее тоже нет. Не плачь, мы тебе поможем. О, я нашел кепочку! Она лежала вместе с дынями и другими фруктами. Спасибо! Мне эту кепочку папа подарил.
Не за что. А теперь можно поесть фруктов. И побольше. Котятки, фрукты — это, конечно, полезно, но не слишком ли много вы их уже съели? Разве это много? Я даже сбегаю за добавкой. И я. Так, котятки, нам пора, скоро вылет. Коржик, выходи. Нам тоже надо. Я еще не все. Что случилось, котятки? Живот болит. И у меня. И у меня. Ох, котятки, вы все-таки переели фруктов. И от этого ваши животики недовольно урчат, пытаясь все переварить. С Новым годом! Похоже, наш самолет улетел. Ничего, полетим на следующем. Следующий самолет будет только после праздников. Значит, мы встретим Новый год не дома, без бабушки и дедушки. Это бабушка. Привет, мамуля. Привет, дорогие мои! Ну как, удобно устроились в самолете? Боюсь, что самолет улетел без нас. Но мы обязательно что-нибудь придумаем и успеем к празднику. Давайте поедем на поезде. К сожалению, Компот, поезда отсюда не ходят. А может, одна из этих штук довезет нас до дома? Это фуникулер, и он возит пассажиров только на гору и обратно. Я знаю, что надо делать. Мы поедем домой на машине. Карамелька, но ведь нашей машины здесь нет. А это как раз не проблема. Вы можете взять машину на прокат, и тогда успеете домой к Новому году. Отличная идея! Как я сам не догадался! Вот так котята поняли, что даже вкусного и полезного лучше есть понемногу. Где-то за лесом и за холмом Дом, милый дом. Мы до него долетим, доплывем. или пешком. Рядышком сядем и запоем. Он, ты и я. Что согревает наш милый дом, наша семья. Сила воли. Как-то раз папа испек вкусные кексы. Вкуснятина! Котятки, надо дать кексам остыть. Вы сможете их попробовать вечером на ужин. На ужин? Ну, до ужина еще целый день. Вам придется проявить силу воли. А сила воли — это что? Сила воли помогает нам выполнять принятые решения, даже если трудно и очень не хочется. Например, не есть кексы до ужина. Иначе вы перебьете себе аппетит. Предлагаю сыграть в игру. Кто до вечера не съест ни одного кекса, тот получит приз. Приз! Здорово! Миу-миу-миу-миу! Ну вот и договорились. Как же я хочу съесть хотя бы один кексик. Они так вкусно пахнут. Коржик! А как же твоя сила воли? Тебе надо отвлечься. Поиграй с Компотом в шахматы. О, Или возьми робота и поиграй с Карамелькой. сейчас, я на минуточку. Отнесу-ка я кексы на кухню, чтобы они никого не смущали. Коржик! Я придумала! Пойдемте на детскую площадку. Там точно не будет никаких кексов. А у меня для вас сюрприз. Смотрите, какие красивые кексы испекла моя мама. Угощайтесь.
Коржик, используй свою силу воли. Мы же обещали маме, что не съедим до вечера ни одного кекса. Да, но это ведь не те кексы, что у нас дома. Но если мы их съедим, у нас испортится аппетит к ужину. Нужно проявить силу воли. Лучше пошли домой. Кексик, кексичек. А может, Коржик просто проголодался? Пойдем на кухню, дадим ему банан. Какие же они пышные! Наверное, очень-очень вкусные. Отдай их мне! Нет, отдай мне! Ой! Ну вот. Ты все съел один! Котятки, а где же кексы? Вы не выполнили условия нашей игры? Мы правда очень старались, но это так трудно. Мы держались до последнего и в итоге... Не съели ни одного кекса и выиграли. Ого, а мы думали, ты их съел. Я весь день мечтал о кексах, но когда увидел, что вы тоже хотите их съесть, решил вам помочь, и я их спрятал. Я знаю, что надо делать. Надо помогать друг другу справляться с трудными задачами. Тогда у нас все получится. Все правильно, Карамелька. И раз вы прошли такие сложные испытания, вот вам маленькие подарочки. Я шила вам новенькие футболки в знак того, что у вас такая огромная сила воли. Здорово! Миу, 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 миу. Ух ты! Я хочу сыграть в такую же игру и проявить свою силу воли. Я тоже. Но сначала сыграем в догонялки. Чтобы у нас разыгрался аппетит. Вот так котята поняли, что такое сила воли, а заодно убедились в том, что с любой сложной задачей проще справляться вместе. Каша на завтрак. Однажды мама разбудила котят пораньше, потому что их ожидало морское путешествие с дедушкой. Подъем, юные матросы! Дедушка уже подготовил яхту. Здорово! Миу, 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 миу. Вам понадобится много сил, поэтому я приготовила вам кашу. Смотрите, это наша яхта плывет, и она встречает кита. Котятки, А? я пойду к машине. Как закончите завтракать, сразу поедем к дедушке. А мы уже закончили. Да, поехали скорее. Мама дала котятам в дорогу рюкзаки с обедом. Привет! Дедушка! Добро пожаловать на борт. Кладите рюкзаки в трюм. Экипаж, всем надеть спасательные жилеты. Поднять якорь. Убрать трап. Поднять паруса. Оврал! Свистать всех наверх! Экипажу поднять якорь! Покрутите подъемный механизм! Теперь тяните канат! Дедушка хочет доплыть до птичьей гавани, чтобы сфотографировать ее и нанести на карту. Оп, так, ага. Я что-то немножко устала. И я. А чего компот такой бодрый? Птичью гавань нигде не видно. Видно только волны. Да, придется вам подняться на смотровую и оттуда вести наблюдение. Я слишком
слишком устал, чтобы лазать. Лучше тут посижу. И я устала. А еще я уже есть хочу. Дедушка, а когда мы будем обедать? Обед будет по расписанию. Сначала надо добраться до Птичьей гавани. Слева по борту Птичья гавань. Молодец, матрос Компот. Хе-хе. Лево руля. Все, я больше не могу идти. У меня сил нет. У меня тоже. И в животе урчит. Мы так всех птиц распугаем. Коржик, Карамелька, вы что, не завтракали? Что же вы сразу не сказали? Объявляю обед. Надеюсь, мама положила много еды, а то я готов съесть кита. Тут мамина вкусная каша с изюмом и орешками. Отлично! С таким обедом вам хватит сил надолго. Здорово! Миу, 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 миу. Котята хорошо поели и без труда поднялись на вершину горы, стараясь не потревожить птиц. Теперь я знаю, что надо делать. Мы все знаем, надо по утрам есть кашу. И тогда у нас будет много сил. Особенно для морского путешествия. Вот так котята узнали, что каша – очень полезная еда. Она дала им силы на весь день, который оказался таким интересным. Сны на заказ. Однажды утром котята рассказывали друг другу свои сны. Мне приснилось, что я запускаю кораблик в ручье. А я во сне примеряла новое платье. А мне приснилась большая конфета. Интересно, а если самому придумать себе сон, то он и приснится? Не знаю, но можно попробовать. Если у нас получится, мы будем видеть во сне все, что захотим. Здорово! Миу, 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 миу. Пусть мне приснится, что я управляю огромным кораблем. А мне, что я принцесса в замке. А я хочу увидеть разных бабочек. Котята кладут свои рисунки под подушки. Котятки, сегодня я почитаю вам на ночь сказку про кота в сапогах. Доброе утро. Доброе утро. У меня ничего не получилось. Мне приснилось, что я поймал на рыбалке 2 сапога. У меня тоже не получилось. Мне приснилось, что я принцесса, которая живет в сапоге. Это все из-за сказки про кота в сапогах. Компот, тебе тоже сапоги снились? Ага, мне снилось, что у меня сапоги полные конфет. Интересно, почему это Компоту всегда снится еда? Не знаю. Наверное, потому, что я всегда про нее долго думаю перед сном. Вот в чем дело! Нам надо все время думать только о наших снах. С утра и до вечера котята говорили только о том, что они хотят увидеть во сне. Я принцесса, я принцесса. Быстрый корабль, самый быстрый корабль. Бабочки, бабочки, много бабочек. И даже отказались слушать папины сказки. Котятки, красная шапочка. Не надо. О-о. Принцесса, Бабочки. корабль, принцесса, корабль. Бабочки. Компот, мне из-за тебя одни бабочки снились. Ну вот, а мне снилось, что я принцесса. А мне приснился корабль Коржика с крыльями бабочки. Наши сны перепутались, потому что мы друг с другом общались. Я знаю, что надо делать. Сегодня мы не будем общаться, чтобы не слышать про чужие сны. Котята так долго и напряженно думали о своих снах, что ужасно устали. И все трое спали совсем без снов.
вчера целый день ничего не делали, только и думали про свои сны, а нам ничего не приснилось. Почему у нас не получается видеть сны на заказ? Наверное, потому что это невозможно. Сон — это всегда что-то неожиданное, сюрприз. Этим сны и хороши. А чтобы сны были как можно ярче, надо днем заниматься интересными и полезными делами и копить впечатления. Правильно! Миу-миу-миу-миу! Котята нашли много интересных и полезных занятий. И, накопив ярких впечатлений за весь день, они спокойно заснули. И на этот раз им всем приснилось что-то новое, необычное и очень увлекательное. Баллы. Однажды котята с мамой пошли в магазин. Мама, а что это за картинки? Это наклейки с баллами. За то, что вы покупаете товары у нас. Если вы соберете достаточно наклеек, то сможете бесплатно взять любую вещь в нашем магазине. Ого, любую вещь бесплатно! Здорово! Миу-миу-миу-миу! Мы можем взять надувной бассейн, Чтобы купаться в нем, когда будет жарко. Для бассейна этих баллов недостаточно. Вам нужно накопить еще. Да-да, а для этого надо купить еще товаров. Так пойдем купим еще что-нибудь. Макароны, конфеты. Нет, котятки, у нас дома все это есть. Чтобы набрать нужное количество баллов, нам придется сходить в магазин еще много раз. Но котятам не хочется так долго ждать. Нам надо побольше есть, чтобы чаще ходить в магазин за покупками. Котятки, какой у вас сегодня замечательный аппетит! А вот и десерт, как вы любите. Ой, что-то мне уже не хочется. А я съем. Жуй, старайся, нас ждут баллы. Ладно. Что-то я объелся. И я, даже живот заболел. Нам надо немного полежать. Котята поняли, что так много есть они не смогут, и решили действовать иначе. Где же она? Здесь нет. И тут нет. Моя лупа потерялась. Надо купить новую. У меня на велосипеде лопнула шина. Надо срочно купить новую. Да. В моем кукольном домике сломалась дверца. Надо купить новую. Или новый домик. Надо ехать в магазин. Компотик, твоя лупа лежит на столике в вашей комнате. Давай посмотрим, что случилось с твоим домиком. Я уверен, мы сможем все исправить. Коржик, а потом мы подклеим и накачаем твою шину. Да-да. Похоже, не видать нам новых баллов. И надувного бассейна. Оказывается, у друзей котят тоже есть проблемы с баллами. У меня есть немного баллов, но их пока недостаточно, чтобы получить электролуноход. А мне не хватает баллов на костюм летучей мыши. Нам всем придется долго-долго ждать. Я знаю, что надо делать. Давайте собирать баллы вместе и постепенно обменивать их на вещи, которые мы хотим. Точно! Давайте тогда первым возьмем луноход. Первым надо брать костюм летучей мыши. Нет, луноход. Костюм летучей мыши. Луноход. Костюм. Луноход. Костюм.
Чтобы Гоня и Сажик не ссорились, мы отдали им все наши баллы. Теперь нам придется заново их собирать. Да, так и лето пройдет, и бассейн будет уже не нужен. Ничего страшного, котятки. Не успеете оглянуться, как наберете столько баллов, сколько требуется. Мы подумали, что бассейн лучше взять первым. Он ведь нужен летом. А костюм летучей мыши понадобится только осенью, на день страшилок. А луноход можно взять и зимой. Так что берите наши баллы. Мы вместе потом еще накопим. Здорово! Миу, 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 миу. Надувной бассейн пришелся очень кстати. И теперь котята с удовольствием помогут своим друзьям накопить баллы, чтобы исполнить и их заветные желания. Морские игры. Однажды Компот и Карамелька ждали в своей комнате Коржика. Ну и где же Коржик? Мне уже скучно. Подожди, он сказал, что придумал что-то интересное. Так. Вот. Теперь мы можем запускать наши водные игрушки. Ух ты! Я смогу запустить свою подводную лодку. А я моего дельфинчика. Здорово! Миу, 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 миу. Нашим игрушкам тут слишком тесно, даже не поплавать нормально. Это был самый большой таз, который я нашел. Можно запускать наши игрушки в ванной. Мой дельфинчик обожает плескаться в воде. А мой кораблик быстрее всех. Зато моя подводная лодка самая большая и может плавать под водой. Ой, вода вылилась на пол. Хорошо, что в ванной стены и пол не промокали. Но вода может вытекать через щель под дверью. Надо скорее заткнуть ее полотенцем. Зато у нас теперь больше места для водных игр. Раз ванная не промокает, мы можем немножко здесь поиграть. Поплыли. Давай. Я быстрее. Ой, у нас крыша протекает. Странно. Дождя нет. Ой, похоже, где-то протечка. Надо разобраться. Кисуля, в кабинете с потолка капает. И в кухне тоже. Похоже, в ванной прорвало трубу. Давай, запускай. О, кажется, там наши котятки. Ой, котятки, вы устроили настоящий потоп? У нас с потолка уже капает вода. Простите, мы думали, что вода не вытечет из ванной. Ну вот, мы все затопили. Я знаю, что надо делать. Мы больше не будем играть в морские игры. А сейчас надо скорее все убрать. Котята с родителями пытаются убрать воду тряпками, но воды слишком много. Я устал убирать воду. Пыль убирать и то легче. Взял пылесос и все. Точно, как же я забыл. У меня же есть специальный насос для откачивания воды. Ручной насос втягивает воду и по специальному шлангу отправляет ее в бочку. Теперь на полу сухо, и с потолка ничего не капает. И что делать со всей этой водой? Мы наполним ею небольшие прудики, которые выкопаем рядом с домом. И вот там вы сможете спокойно устраивать свои морские игры. Здорово! Миу, 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 миу.
Вот так котята поняли, что лучше и веселее играть с водой на улице и под присмотром взрослых. Три кота, три хвоста, три хвоста, три кота, три кота, три хвоста.